Что такое вертикальные рынки? Может быть, вы это слышали. Просто тут есть небольшой дисклеймер. Майкл Портер в оригинале рисовал цепочки ценностей вот так. То есть снизу вверх. Поэтому вертикальные рынки и горизонтальные рынки у него немножко другое было, терминологический смысл. Мы вот в нашей традиции рисуем, как это рисует BCG, то есть вот, слева направо цепочки ценностей. И в данном случае тогда, есть смысл все-таки говорить о вертикальных рынках, потому что хотя некоторых называют горизонтальными. Сейчас вам объясню, что это такое. Вот смотрите, я, например, тот же самый банк, да, вот у меня здесь средства, вот у меня, значит, здесь финансовые продукты, которые я делаю, и вот у меня здесь, смотрите, мобильное приложение, да, которое я сделал. И вдруг я понимаю, что я сделал свое мобильное приложение, оно у меня просто как канал продаж, не знаю, моих кредитных продуктов. И мне очень сложно понять, как банкиру, что мое мобильное приложение, вернее так, я не между банками конкурирую, а мобильное приложение конкурирует с мобильным приложением. Не банк, не финансовый продукт, а само приложение участвует на конкурентном рынке, где клиент выбирает то или иное мобильное приложение. Исходя из этого, выбрав нужное приложение, он уже выберет нужный ему банк и нужную ему финансовую систему. То есть рано или поздно конкуренция между банками ушла в конкуренцию мобильных приложений. Это называется конкуренция внутри горизонтального рынка или вертикального, в данном случае, как мы рисуем. Давайте еще пример приведу, коротенький. Курьерской службы, логистики. Вот, значит, я, например, собрал заказы, вот я складские помещения построил, чтобы эти заказы... Нет, вот я их, значит, доставил между границами, вот я их, значит, на складе положил, и вот я, значит, на складе какую-то оказываю услуги, которые, например, пакуют эти посылки и, значит, распределяют их и отгружают понемногу, да? Чтобы я мог продавать прямо со склада. Выясняется, я прихожу в компанию, которая занимается курьерской доставкой. Выясняется, что она, значит, по складам она долю рынка выигрывает. По таможенным перевозкам тоже выигрывает, потому что у нее объем хороший, она может себе целые линии выделять, через определенную таможню. Еще давайте поставим эту логистику, вот сами машинки, да, которые ездят. Значит, по машинкам у меня тоже с долей рынка все зашибись. И я так называемую имею вертикальную интеграцию звеньев. То есть у меня вся услуга, которую я продаю клиенту, она состоит из этих расходов, из этих расходов, из этих расходов, из этих расходов. Клиенту я продал за $20, у меня маржа 20%, я эти расходы списал, заработал 20%. Потому что все это у меня вертикально интегрировано. Они все расходники. У меня там продуктов нет, у меня просто руководители функций, которые, значит, обеспечивают операционную деятельность стран. Выясняется, что резко растет сегмент, например, связанный с отгрузкой посылок прямо со склада. Вот условно приехали ко мне на склад посылки, но потом они едут не в магазин, как я привык, а они так остаются у меня на складе, и прямо на склад приезжает либо курьер, который отвозит клиенту, либо сам клиент. И он говорит: слушайте, у нас тут палеты лежат, и у вас тут в палетах лежит, например, 2 тонны цемента. Можно мне 20 килограмм цемента? И выясняется, что оказывается, это целый растущий рынок. То есть тут уже есть конкуренция служб, которые на разных складах обеспечивают эти услуги. Так вот, мне надо понять, что я в текущем рынке курьерском занимаю определенную долю, а вот на этом рынке обслуживания складов вырос рынок в 30 раз, и моя доля сейчас 1,5%. Хотя была еще 2 года тому назад, условно, 40% у меня была, да, доля, например. При этом я на своем бизнесе это не увидел. Понимаете, коллеги, о чем я говорю? То есть у меня оборот бизнеса, количество клиентов здесь, например, даже приросло на 20%. А по этому стеку я только что профукал в 10 раз долю рынка. Понимаете, о чем идет речь? Я на количестве всех вот этих вот, давайте условно назовем кросс-докинг, да, всех этих кросс-докинг услуг, я теперь всего лишь обслуживаю 1,5% всех операций. И какие-то другие операторы обслуживают этот выросший рынок. И понимаете, в чем беда? Стратег этой компании этот стек вообще не мониторил. Он не смотрел долю рынка по фулфилменту. Он смотрел долю рынка по B2B доставкам. Понимаете? Вот у него вот этот рынок был. Понимаете? Вот он. Вертикально интегрированный. Где fulfillment был всего лишь одна из опций. И при этом он не рассматривал fulfillment как отдельный продукт. Более того, он не рассматривал fulfillment как отдельный бизнес. Почему? Потому что если бы он рассматривал fulfillment как отдельный бизнес, он бы оказывал услуги fulfillment для своих конкурентов. Понимаете?
Он бы сделал отдельную компанию, которая бы научилась разрезать чужие палеты и проектировать там, как отдавать клиентам, и захватил бы долю рынка даже своих конкурентов. Видите вот это вот рынки, которые вот так вот с друг другом пересекаются?